Господа, здравствуйте! Мы все прекрасно знаем, зачем вы зашли на это видео. Вначале будет немного вступлений, попыток объяснить, что происходит, но все мы знаем, что в конце машина встретится со столбом. И сегодня я ставлю самые лучшие прогнозы за все время для того, чтобы в конце выяснить, на мой взгляд, я уверен в том, что Largus будет самой безопасной из доступных машин. Мне очень кажется, что поскольку эта история идет с Логана, а Логан очень тщательно спроектирован на компьютере, и все-таки Largus это Логан, то он должен быть посчитан по-любому. Плюс он легкий, он самый современный из всего, что мы тестили, наверное, исключая, может быть, Rio, ну или того же Соляриса. В общем, эта штука должна быть реально крепкая, реально современная и реально посчитанная, даже может быть и нереально посчитанная на компьютере. Я думаю, что АвтоВАЗ не внес никаких критичных повреждений, а может быть даже улучшил конструкцию, потому что все-таки уже сколько лет производились. Уже написали, по-моему, да, что мы продались АвтоВАЗу? Да, я уже нашел комментарий, спасибо, вы написали, вы молодцы. В общем, ставим, разгоняемся и бахаем. Я делаю вывод, что должно быть все идеально. Ну или я ошибся. Короче, в итоге подул ветер, блин, и она съехала на столб, и у нас теперь снова мятая дверь. Я считаю, что это все ерунда, потому что это просто пенка двери, порог целый, рамка верхняя кузова целая, все целое, поэтому сейчас поднимаем ее экскаватором, откатываем назад и уже точно хлопнем. Наши авторитетные тесты, как обычно. Кстати, у нас сегодня юбилей небольшой. 10-я машина, ребята, 10-я, вот так вот. Поздравляем юбиляра с неминуемой гибелью, но на самом деле все это началось еще с Марка 2, с которым тогда у нас получилась интересная история с приложением номерограмм. Мы номера Марка вбили в номерограмм и проследили весь его жизненный путь, потому что Марк действительно однажды был хороший. Благодаря номерограмму мы даже узнали, сколько весит Марк 2, потому что была именно фотка, где он стоит на весах. И это нам помогло в плане столба, то есть мы примерно понимали вес, скорости и как это все может сработать. Таким образом, это уникальное приложение, которым мы по сей день пользуемся, чтобы проверять номер автомашин, которые вот мы используем. В номерограмме есть уже, естественно, этот Largus. И сейчас мы его сфотаем, и после столба мы сфотаем этот Largus, чтобы все знали, ребята, что здесь обмануть никого не получится. Поэтому, если вы также не хотите терять время на битье, просто перед покупкой какой-либо тачки быстренько вбейте ее номера в номерограмм и узнаете, что же с ней было раньше. Все, господа, Игорян завел машинку. Потому что в машинке есть две подушки безопасности. У АвтоВАЗа принято, чтобы они срабатывали. Передачу еще надо, Игорян. Я воткнул, вот 60 едем уже. Ничего себе мы ищем. И еще очень интересная особенность. Посмотрите, в этот раз мы заходим по оси и видим необычную вещь. Огромный свес сзади и малюсенький свес спереди. При этом машина находится в балансе. Ровно вот здесь, где будет столб, у нее центр масс. Насколько зад ничего не весит по сравнению с передом, где Renault мотор с Renault коробкой. Очень развесовка странная автомобиля, но тем не менее, господа, начинаем. Всегда нервячок, потому что сколько мы раз бьем, а вернее уже 10 раз мы бьем, и 10 раз все идет по-разному. Никогда одинаковых двух тестов не бывает. Не знаем толком, как это поменять, ну вернее знаем, но все, нет времени, возможности и, наверное, целесообразности, потому что мы всегда говорим, что наши тесты все равно не авторитетные. Сергей, вы так долго ее подбирали. Ваши усилия были не напрасны. Сергей, если кто не знал, это человек, который постоянно подбирает нам практически 90% всех машин, которые вы видите в кадре. Наш официальный подборщик канала Академик, да, а также еще половины города уже Серега. Серега молодец, кстати, он один, сейчас уже, по-моему, с помощником. Это тот, знаете, американская система управления, когда начальник сам все решает, сам всегда присутствует в атаке. Через это своей жизни у него нет, но зато есть сотни подобранных автомобилей. Да, ссылка будет в описании, естественно, Серега выручает. Ну что, мы почти готовы.
но завалил. Но было быстро. Интересно, какая была скорость. Но ему, по-моему, крайне плохо. Что-то у меня ощущение. А вот такого не было еще ни разу. Он как бы и прямо перед нами стоит, и как бы боком. А, это и есть в 3/4, я понял. Да. А что стало с задней дверью? Ты посмотри. Какие дизайнерские решения. Господи Иисусе, подушки ни одна не выстрелила, что в принципе правильно. Фронтального удара не было. Камеры обе стоят и пишут. Это очень хорошо. Сейчас. Скорость, скорость, скорость. Открылась. Мы будем залезать сзади. Мне кажется, он поедет. Мне кажется, он реально поедет. При этом водительское место выглядит довольно уверенно. Ну что, ребят, смелее за мной, как говорится. Скорость, скорость, скорость есть. 57. 57. Хорошая скорость. Почти 60. Водительское место при этом относительно в порядке. Я смогу сесть. Сейчас надо будет завестись, если коробку только не заклинило. И попробовать проехать. Действительно удивительно. Такого еще не было. Нет, ну я обескуражен, это 3/4. При этом мы подчеркивали в начале, что машина стоит в балансе. То есть, когда даже было видно в начале на исходниках, мы ее поднимали за стропы, а стропы по оси были на стойке, морда перевешивала, то есть зад легче. При этом при ударе зад насколько завихнуло, да, то есть это небольшая масса, но на рычаг увеличенная, потому что свес большой, сыграла такую роль, что зад закинуло за столб. Видите, одновременно и вес одинаковый, и совершенно по-разному работает при ударе. То есть когда тогда, и все. Я прямо не знаю, что говорить-то. Страшно, ребята, страшно. Но самое главное, радует, что, смотри, третий ряд вообще по кайфу. Они абсолютно целые все. То есть тут те, кто сидел на третьем ряду, ничего не деформировалось. Стекла целые, и даже крыша в этом месте прямая. То есть, в принципе, если здесь сидят дети, конечно, у них хлыст невероятный, потому что зад заносит. Но, тем не менее, вот эта задняя секция осталась третьего ряда невредима. Двери открываются, закрываются, бампер даже практически в зазорах. Да, потому что он дальше всего от удара. Заднему ряду тоже нормально в целом. Всем лучше, чем, конечно, правому пассажиру, потому что столб дошел ровно до центрального туннеля. Господа, самое интересное в нашем сегодняшнем эксперименте есть одна пикантная подробность. Впервые в истории ручник залез в попу водителю. Ну или теперь у водителя две попы, потому что через бедро ручник, я думаю, проник бы так глубоко, как только сможет. Давайте попробуем открыть дверь. Оу, yeah. Совместными усилиями. Но мы видим, что пассажир, конечно, понятное дело, у него шансов не было никаких. Козырек солнцезащитный. Но вот у водителя дела получше. Клетка водителя, то есть центральный туннель, или очень прочный, или в этом месте уже все-таки энергия удара была погашена окончательно, потому что удивительно, насколько нет пассажира и насколько целая клетка для водителя. Зажигание осталось включенным. Я сейчас его выключил, замок проворачивается при этом. Тут уже не поймешь, видимо, тяги слетели. Но первую не воткнуть, но остается вторая. Она есть. Заводимся. А именно вот так, когда я стою в машине наполовину зафиксированный, да? Надо завестись. Но вот с ручником прям действительно как-то обидно получилось. Прям просто, ну, по-мужски обидно, я бы сказал. И сюда же вместе с ручником, смотрите, прилетает дальше арматура от правого сиденья. Сиденье целиком наезжает сюда. И вот эта штука, вот она, как вы видите, тоже уже в водителе. К сожалению, это все будет дробить
кости и плоть, что крайне неприятно. При этом, опять же, намекаю на то, что центральный туннель на месте и рычаг КПП селектора практически там, где и должен быть, по факту. По-моему, порвало кардан рулевой. Нет? Нет, 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 он на месте. Нет, видимо, что-то случилось. Бензопровод, может, порвало, нет? Может быть. Ему чего-то не хватает. Возможно, бензопровод, возможно... Слушай, он на стартере уже поедет. В любом случае. Причем это не сигналка, потому что все загорается, все работает. Но так или иначе, давайте попробуем открыть капот. Он же у нас никак не пострадал, замок. Самое интересное, что порвало оба порога с двух сторон одинаково. В том месте, где были соединены две части порога. Порог очень длинный. И ладно, его порвало там, где был удар. Так его точности также порвало и здесь. То есть, возможно, ту силовую нагрузку, которую порог должен был нести, он не вынес. И машина согнулась больше, чем ожидалось. И крайне, конечно, удивительно, что вот центр тяжести, одна масса здесь и такая же масса здесь. Но как на рычаге одна и та же масса работает по-разному. Морда осталась на месте, а хвост ушел просто в глубокое пике. И это физика, господа, ее не обманешь, она действительно работает. Поэтому, опять же, на безопасность автомобиля также не в последнюю очередь играет длина кузова. Чем кузов длиннее, тем в любом случае, даже при равной массе, сопротивляться удару ему сложнее. Тот же Патрик, который, грубо говоря, в пропорциях был больше как коробка, и вес даже имел больше, и в длину уж точно такой же, сложился проще гораздо, просто потому что рычагов таких не было, это все не так работало. Но опять же, скорость 57, это действительно быстро. Так, ой-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 ой. Да, здесь делов-то произошло. Тут уехало все в сторону. Сорвало аккум, похоже. Аккум навалился на воздушный фильтр. Воздушный фильтр навалился на мотор, соответственно. Через это все уехало. Но, как вы только что видели, он хотя бы, допустим, крутится. Это ладно. Сорвало с подушек. Подушка лопнула у мотора. Точно. Вот, по крайней мере, подушка коробки, вот она, на две части расколотая. Ее вырвало из лонжерона крепление подушки. Причем именно порвало сам кронштейн подушки порвало. Лонж на месте выдержал. Соответственно, весь мотор уехал туда. Сложно понять уже, из-за чего уехал аккум. Да, он не пристегнут. Понятно, почему он уехал. Это не к производителю претензия. Ну, а самое главное, да, что мотор сорвало с подушек. Ребята, эта подушка на месте, но у нас, походу, сервисным ремнем навалило на лонж. Да, мотор приехал в лонжерон и замял его частично. Опаньце, расколола колокол коробки. Господи, я вижу внутренности коробки отсюда. Это хорошо. Но при этом, справедливости ради, не капает масло, не потек тосол, то есть ущерба экологии не нанесено. И самое главное, что когда у вас ничего снизу не льется, минимизирована степень возможности возгорания. Потому что после таких аварий обычно люди сами не выбирают. Сложно сделать выводы. Сейчас поднимем машину, посмотрим, как она выглядит снизу, что деформировалось, и тогда уже можно будет сказать, вообще хорошо ему или плохо. Ну, могло быть и лучше, конечно, все равно я считаю. То есть, в отличие от Весты, да, смотрите, реально, у нас замята та секция, а этот лонж целый. То есть не пошло рвать все, как в случае с Вестой. Рвет именно ту часть, в которую вошел столб. Остальная кузова держится. Забавно, видите, где заканчиваются полы, где начинается пассажир и бак. Именно в этом месте кузов сместило. То есть передняя часть, вот она ровная. Вся деформация началась с хвоста, вот здесь. Потому что стык лонжерона, который идет, усиление с полом, он плохой, здесь замяло. А эта часть продумана. То есть такое ощущение, что, знаешь, вот это от Логана, а это от чего-то другого. Хотя, глобально это просто универсал. То есть полы должны быть унифицированы. Да, это такая, то есть это уже лучше прямо. Хотя понятно, что все равно все очень плохо, но тут есть механизмы, которые работают, и мы это видим. Да, тут сам лонжерон не разберешь, конечно, что с ним, но даже смотрите, опять же, по сравнению с Вестой, да, почему вот я на Весту так бомбил. Вот лонжерон, в который прилетел столб, и он монолитный.
его не порвало, не рассоединило, у него нету шва, который бы ломался посередине. То есть конструкция вот эта вся вот, она осталась нерушимой, она цельная. Это значит, что несмотря на огромную силу удара, на огромную энергию, которая, собственно, прилетала в это место, машина сопротивлялась до последнего. Понятно, что, конечно, хотелось бы и больше металла, и вот это вот очень сильно напрягает, когда расходится порог. Это вот уже близко к Весте. Эти технологии мы узнаем, да? Вот те технологии хорошие, но, конечно, это выглядит все равно очень жестко. Шансов не было. Никаких. О, видно, что с коробкой отсюда, погоди. Да, подрамник помяло. Да, рейка уперлась, вон, подрамник весь замяло. Даже пошло вырывать сайлент-блоки задние балки, потому что перекосило, немножко неестественно стоят. И, естественно, топливопровод, который шел по правому порогу, его, скорее всего, перебило. Потому что он идет ровно там, где вот сейчас должен быть столб, поэтому она и не заводится. То есть, если сейчас кинуть напрямую топляк, то, вероятно, она поедет. Но мы с вами видели, что с мотором, мотор уехал с подушек, дыра в коробке, в которой видно ее потроха, поэтому ехать в любом случае смысла не имеет. Но глобально, какой мы делаем вывод? Технологии есть, и спроектирована, в отличие от Весты, она мне нравится как? Исключая вот это вот, сделайте цельный порог. И, естественно, вот этот хвост, который, получается, живет немножко своей жизнью отдельно от салона. То есть есть пассажирский отсек и есть третий ряд. И в точке их соединения почему-то сразу изгибается при ударе. А по лонжам и по основной силовой конструкции здесь просто скорость. Тут нужно, чтобы было больше металла. Не имеет возможность машина сопротивляться уже таким нагрузкам. Так что, в общем-то, и все. Да, это плохо, но одновременно с этим мы прекрасно видим, что какие-то зачатки сохранения жизни, какое-то желание сделать деформацию кузова минимальной, оно было. И это, ребята, в любом случае уже хороший сигнал. Напоминаю вам, что мы с вами все равно обсуждаем машину стоимостью 350 тысяч рублей по низу рынка 2012 года. В максимальной при этом комплектации. Так, давайте-ка мы сфотаем его тоже для номерограмма, раз уж у нас такая штука прошла. И вы всегда видели, в каком классном состоянии, и все могли узнать, собственно, что было с этим Ларгусом. И мы, знаете, какой еще прикол сделаем? То есть по номерограмму всегда можно отслеживать состояние того или иного автомобиля. И давайте мы сделаем, чтобы вы могли узнать состояние Чайки. То есть очень легко, прямо сейчас проходите по ссылочке в описании, скачиваете приложение номерограмм и забиваете туда вот в этот самый номер. И прекрасно узнаете, в каком состоянии прямо сейчас находится 14-я Чайка, потому что работы по ней на самом деле идут. Найти сам номерограмм очень легко, просто в Google Play или в App Store вбиваете «Проверка авто», и он сразу выпадает, называется номерограмм. Так что, опять же, ссылки будут в описании. Проверяйте все машины, которые только знаете, вон соседскую проверьте, окажется, что из-под поезда. Вот это будет интересно, ребят. Так, ну что, юбилейный 10-й автомобиль показал себя довольно интересно. Вы можете количество автомобилей, чтобы так наглядно вы понимали, поконтролировать по количеству мятых столбов, которые там лежат. И самое главное, сколько возле этих столбов еще лежит рядом не мятых. Саня, конечно, с Spargo Lacrosse подсуетился, нарулил сразу 4 состава столбов огромных. Так что нам теперь еще дальше работать, не переработать. Дальше у нас ищется еще 3 автомобиля. Как-то рынок летом подскочил, и если я прошлой осенью там покупал Range Rover за 800, и все говорили, что это нереально, так вот тогда же стояли в предложении всякие еще Рапиды по 250, Солярисы те же по 250 на запретах. Сейчас рынок подскочил, такого нет. И отдавать по 400 тысяч, по 350 тысяч за то, что раньше стоило 250, как-то не с руки. Поэтому, ребят, как только найдем Солярис,
Rapid или какой-нибудь полуседан, или, может быть, даже Duster за адекватные бабки, сразу покупаем его и молотим на столб. Просто интересно посмотреть, что получится. Огромное спасибо, собственно, компании Pargolo Cross. Огромное спасибо этой территории, куда вы можете приехать, на самом деле, и подубасить на своей машине, взять даже в аренду раллийный автомобиль, попробовать его на конфиге. Постоянно все обновляется, постоянно за трассой следят. То есть здесь есть все, на самом деле. Так что приезжайте в эту точку, можете посмотреть на мой столб без проблем. Он также здесь воткнут, его видно с кольцевой автодороги. И посмотреть, на самом деле, какой длины эти пути и как все это примерно происходит. Ссылочка на локацию, естественно, будет в описании под этим видео. Вам же всем огромное спасибо, что смотрели. Удачи вам гораздо больше, чем это Ларгуса сегодня. До встречи в следующем видео и пока.